4 года пенсионеры, оставшиеся на неподконтрольной Украине территории, не получают свои пенсии. В правительстве говорят, что не могут доставлять наличные деньги в Донецк и Луганск, поэтому призывают пожилых людей выезжать из оккупированных районов. Право на пенсию предусмотрено Конституцией, предусмотрено законом Украины 1058 и Конвенцией по правам человека европейской. И решениями Европейского суда по правам человека установлено, что пенсия является собственностью лица. Человек работал всю жизнь, и часть его доходов государство удерживало для того, чтобы выплачивать ему в пенсионном возрасте. Каково это быть украинским пенсионером в Донецке и Луганске? Чтобы получить свои законные выплаты, пенсионеру нужно: первое – сделать справку внутренне перемещенного лица, иначе выплаты приостановят. Второе – проходить верификацию. Это проверка вашего места проживания, которую проводит Управление труда и социальной защиты каждые полгода. Третье – проходить идентификацию в Ощадбанке каждые 3 месяца для тех, у кого пенсионная обычная, и раз в полгода для тех, кто оформил электронное удостоверение. Иначе выплаты приостановят. Четвертое – выезжать на неподконтрольную территорию можно не более чем на 59 дней. Иначе выплаты приостановят. Достоверность информации о пенсионерах из отдельных районов Донецкой и Луганской областей проверяет Министерство финансов. А еще регулярно выплаты просто останавливают по неизвестным причинам, вводят новые и меняют старые правила и процедуры. Все это вызывает существенное социальное напряжение. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 6692, который отменит необходимость справки ВПЛ для получения пенсии на территории Украины и существенно упростит процесс. Для тех людей, которые живут на оккупированной территории, будет упрощен механизм. Им не нужно будет оформлять справку внутренне перемещенного лица. Это позволит нам избежать лишних проверок для переселенцев. Во-вторых, это поможет нам понять, сколько же жителей, сколько граждан Украины у нас живет на оккупированной территории. Мы будем знать точно эту цифру. Если данный закон будет принят людям из Донецка и Луганска, чтобы получать свои пенсии, больше не нужно будет становиться на учет как переселенец и проходить унизительные проверки по месту жительства. Но нормы о пересечении линии разграничения и идентификации Ощадбанка останутся в силе и позволят государству проконтролировать, чтобы выплаты человек получал по назначению. Принятие этого закона решит проблемы нескольких групп людей с пропиской в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, переселенцев, людей, которые живут на неподконтрольной территории, но приезжают за пенсией, и тех переселенцев, которые приобрели жилье на контролируемой Украиной территории. Но несмотря на то, что законопроект был подан группой депутатов еще в 2017 году, его до сих пор не приняли. Этот вопрос интересует только тех депутатов, которые имеют отношение к Донецкой, Луганской области, которые общаются с людьми, знают о их проблемах. Таких депутатов немного, их там человек 15 на весь парламент. А для того, чтобы поддержать этот законопроект, нужно 226 голосов. И, как правило, такие законопроекты принимаются только под давлением общества. Если парламент увидит огромное количество людей, которые страдают от такой проблемы, то, конечно, под давлением со стороны общества, со стороны международных организаций этот законопроект может быть принят. По словам сторонников системы упрощения выплат пенсий людям с пропиской на неподконтрольных территориях, принятие законопроекта снимет напряжение в обществе и будет способствовать реинтеграции Донбасса.